Ты... Ты вот, ты хороший человек, и я тебя люблю. Ты вот, бро, а теперь приготовься! This is reaction time! И я ваш пытливый друг Byaco19. И сегодня у нас будет Number I с треком Bon. B-O-N, я думаю, потому что там все в заглавке, но разберемся в процессе. Я в лирику сейчас лезть не буду, после реакта мы туда запрыгнем в любом случае. И да, во-первых, тречок — это победитель нашего очередного кей-поп голосования. Не забудьте поблагодарить моих бустибров в комментариях за то, что работа попала к нам на канал. И немножко расскажу про группу, ту инфу, которую у меня получилось найти, по крайней мере. Number I — это японская группа, насколько я понимаю, сформированная из участников группы King and Prince, которые покинули группу 22 мая 2023 года, если, опять же, источник не врет, а мой источник — это genius.com. И ребят зовут Юта Джингу Джи, Шо Хирано и Юта Киши. Группу как раз основал вроде как Киши. Да? Нет, название группы придумал Киши. Короче, относительно того, почему реактик вышел сегодня, хочу объясниться перед вами, Бусти Бро. У меня, сами понимаете, была задержка в связи с переездом в целом, но проблема была в итоге не в этом. То есть основная проблема. У меня вчера, когда я зашел домой, чтобы выпустить реактик, оказалось, что стенка навернулась. Задник, который вы видите, она не присобачена к стене, потому что домик-то не мой. Я же на съем живу, и портить чужие стены нехорошо. Она была просто присобачена на стойки, которые я самолично сделал, то есть своими руками. Такая оригинальное решение было из пеноплекса, что, сами понимаете, если вы знаете, что такое пеноплекс, недостаточно устойчивая конструкция была. Это все равно было временно. Я собирался собрать полочку, которая должна была закрывать всю эту хрень, и присобачивать ее к стене, на которой будет стоять фончик, губочки мои. И судьба сказала мне: пошел ты нафиг, я быстрее. И вся эта хрень навернулась, я пришел домой, губки валяются, тут сюрикены повсюду и так далее. И вот эту невзрачную хрень, которую вы видите, на которой сейчас стоят губочки, буквально через пару роликов превратится в охрененное дизайнерское решение от Byaco19. Да, я и полочки делаю. Ну, я, в принципе, достаточно креативный человек. Я не хвалю самого себя, просто высказываю свое личное мнение о самом себе. Короче, да, через буквально пару роликов задник будет выглядеть еще гораздо сочнее, круче, насыщеннее, наполненнее деталями и так далее. Мечи переедут сюда поближе. Вот, и будет место для нашей будущей кнопочки, да, к которой мы уже стремительно идем. Что, погнали? Без лишних слов. Более. Что-то я наговорил, да? С учетом того, от кого была заявочка, нас ждет жесткачок. Эй! Обалденный рэпчик! Просто обалденный! Это было реально круто. И, обратите внимание на то, как он начал. Типа, это не должно было продлиться так долго в твоих ожиданиях, но интенсивность и напряжение, вместо того, чтобы уйти в спад и использовать какое-нибудь переключение на более спокойную читку, он продолжал накалять обстановку. Это было очень мощно. Обалденно. Блин, я надеюсь, я не буду вынужден нажимать на паузу так часто. Этот странный звук, это типа не вокал, не читка,
Ну, это вокально было выполнено, но очень так, знаете, на грани максимального кринжа. Ну вот, настал тот день, когда я использовал это слово. Проехали. И все еще с музыкальной точки зрения было все правильно, но вот прям очень-очень такое странное что-то, знаете, как будто какая-то часть горлового пения, что-то такое этническое, да, и в то же время звучит под современную R&B трэп-формат. Хрен знает, что еще там было. Я в остальных жанрах, которые тут смиксованы, не настолько хорошо разбираюсь, чтобы их подчеркнуть, так что сори. Можете написать в комментариях и обосрать меня заодно. Это в плейлист. Обалденный вайб у трека, просто такой грубище. Блин, а вот это было круто. У ребят у всех разные голоса, и они все имеют что-то общее. Вот этот, знаете, вот эту бензопилу в голосе. Я не знаю, как это объяснить, чтобы было грамотно. Но я уверен, вы меня поняли, да? Вот этот рычаг такой, знаете, у всех он присутствует, и каждый использует его по-своему в меру индивидуальности голоса, но голоса прям разные, да, один прям басистый, другой прям такой, знаете, чувак с района, и другой прям такой, я тебе сейчас всеку, чувак, который просто сразу в бой, да, брутальти самый. И чередование, взять сначала самого басистого, потом с самым высоким голосом, а потом со средним, было прям очень оригинально и круто. Чуваки, вы охрененные. Обалденная пауза была. Яма. Обалдеть. Я жду, что припев будет более взрывным второй. Это мощно. Обалдеть. Сколько раз я сказал обалдеть? До хрена, да? Блин, и клипец максимально подчеркивающий странность трека. Я тащусь просто.
今日も紙芝居のおじさんたちはみんなが待っている町々へ出かけていきます。 Обалдеть. Охренительно. При чем тут бонсай вообще? Надо себе бонсай купить и присобачить на полочку куда-нибудь сзади. Ах, какая классная идея. Осталось найти бонсай. Хотя, это не так сложно. Надо запомнить только. Так, ладно, сейчас. Я в текст, потому что очень интересно, про что это должно было быть, потому что особенно окончание трека, клипа, сюжетность, да, его, наводит меня на мысли о том, что тут должно было быть что-то про социальную тематику какую-то, да, типа чуваки из прошлого, в образах чуваков из прошлого, ездили счастливые на своих велосипедиках, как будто нахрен ничего не происходит, а перед ними развивалась просто трагедия в погодном смысле, да, гроза, молнии, гром, они ездили буквально в тартарары. И давайте посмотрим по тексту, что у нас про трек говорится, может тут какое-то раскрытие этой истории будет. Если нет, если это чисто сюжетка клипа и надо знать какую-то предысторию или иметь какую-то информацию на руках для того, чтобы это все разобрать, пожалуйста, напишите в комментариях. А я сейчас. Man. That was deep, mother... Это было охрененно. Ну, бонсай к тому, что они бонсай. Ну, это, само собой, образно говоря, хотел какое-то другое слово использовать, типа референс, но это не референс, ну ладно, вы поняли. Но в целом тут бонсай в связке с тем, что больше ключей в припеве, да, в связке с тем, что бонсай как бы выращивают, да, грубо говоря, заботятся о нем, выращивают, а в итоге он продается без налогов даже. И даже вот эта песня, которую ты слушаешь, будет оценена так, как ты сочтешь это нужным, да, так ее цена будет зависеть от твоего мнения, от того, насколько дорого ты ее оценишь. Типа, мы бонсай, мы растем и цветем так, как нас вырастили, но в итоге грош нам цена, или мы что-то бесценное решать слушателям. Скорее всего, в таком подтексте это должно все быть, но я думаю, что тут есть что-то более глубокое, зная то, как бывает выращен бонсай. Вообще, это очень мучительно для дерева, на самом деле, для растения. Если вы не в курсе, потому что бонсай остается таким маленьким, потому что его постоянно подрезают, и он, грубо говоря, морально ломается и решает больше не вырастать. Это, в принципе, корень от обычного дерева, которое должно было вырасти, как все нормальные деревья, с метр, 2, 3, может 4 в высоту. Ну ладно, 4 я загнул, по-моему. Но в итоге они вырастают в маленькие кустики, потому что их с самого такого размера корня, грубо говоря, подрезают постоянно бережно, правильно и грамотно, для того, чтобы он вообще вырос в итоге. В любом случае, но, как бы, сами понимаете, если бы это было что-то, что могло бы выразить свое мнение, кроме «Ау, сука, перестань, мать твою», это растение ничего бы тебе не сказало в ответ на твои действия. Поэтому, может быть, тут даже есть подтекст относительно того, что как бы нам не подрезали ветки, пока мы пытаемся вырасти, мы все равно будем продолжать цвести. И даже если мы останемся где-то на том левеле, который самый низменный, мы все равно будем прекрасны в своей прекрасности. Ну, вы поняли, да? Ну, надеюсь, поняли, потому что другими словами у меня объяснить на данный момент не получается. Мысль очень красивая, глубокая, я ее вижу, но это все, что у меня получилось донести на данный момент. Надеюсь, получилось хоть как-то понятно. Охрененная работа, мега классная работа. Блин, глубокого смысла я от этого всего вообще не ожидал, так что это еще один приятный бонус. И эмоционально
еще один лейер, да, то есть еще одна добавка к к спектру эмоций, которые ты испытываешь во время прослушивания. Если ты вспомнишь, блин, а трек-то глубокий, вот о чем-то, вот таком-то, тебя будет еще больше штырить в процессе. Короче, я пипец как рад, что ребята попали к нам на канал, и очень-очень сильно охренел от всего трека в целом. Это в плейлист 100 пудов, просто делюсь с вами. Не забудьте поблагодарить моих бусти-бро в комментариях за то, что работа попала к нам на канал, если вы этого еще не сделали. И да, если вам понравилась моя реакция, не забудьте поставить лайкосик этому видосику, затыкайте там его до смерти, отметьте кнопку подписки как следует, чтобы ей мало не показалось, и пните колокольчик, он это тоже заслужил. Если у меня получилось поднять вам настроение, вы захотите поднять мне его в ответ, угостив меня чем-нибудь, ссылочки на Donation Alerts и Boosty для того, чтобы это сделать, в описании данного ролика. Всем заранее огромное спасибо. И всем спасибо за просмотр. Увидимся снова в следующем арти-ролике.